Всем привет, друзья! Сделал на днях изголовье для своей кровати. Делал это в первый раз. Смотрел на ютубе, как делать, учился. И вот попытался сделать самостоятельно. Если интересно, как это делал, смотрите в этом видео. Первое, что нужно сделать, это на фанеру, как основание для будущего изголовья, нужно нанести рисунок тех ромбиков, которые мы хотим в будущем увидеть в виде каретной стяжки. Сначала рисуем карандашом, смотрим, что у нас получается. Если рисунок нравится, тогда обводим его маркером. Следующим делом на пересечениях линий будущих ромбов нужно сделать отверстие, для того, чтобы в них потом провздеть пуговицу с ниткой, которая будет держать нашу каретную стяжку. Следующим этапом будем клеить поролон на наше фанерное основание. Для приклеивания у меня есть 88-й клей, очень даже хорошо он клеит, несмотря на то, что здесь пишется непористые материалы. Уже проверено, клеит хорошо. Наносить клей буду везде, кроме отверстий для будущих пуговиц, потому что здесь мне нужно будет вырезать поролон. Если он здесь приклеится, то отодрать его будет трудно, поэтому наношу на всю территорию, кроме этих вот мест. Оставляю сверху сантиметра 4-5 и по бокам, для того, чтобы поролон потом еще подвернуть. Клею поролон с небольшим нахлестом по краям, для того, чтобы можно было подвернуть. Но если что-то лишнее будет, то можно будет обрезать. Когда поролон приклеился, обрезаем его с небольшим запасом, для того, чтобы подвернуть. Но все лишнее тоже убираем. После этого мажем краешек изголовья фанеры и будем к нему приклеивать поролон. Даем пару секунд подсохнуть. Смотрим, чтобы клеилось. Немножко отстает, надо чуть больше оставить время, чтобы подсохло. После того, как ободок приклеился и хорошо держится, нужно нам сгладить немножко угол, на который будет ложиться кожзам или ткань, которую вы будете обкладывать. Поэтому можно, в принципе, ножиком аккуратно обрезать, но это будет не совсем ровно, поэтому проще тем же самым клеем намазать немного на поролон, дать высохнуть и потом завернуть. Так получится более аккуратный, плавный угол. И оставляем высыхать где-то примерно на минуту, плюс-минус. Где-то секунд после 30 проверяйте на клейкость. То есть сейчас пока что не клеится вообще. Через секунд 30-40, около минуты проверяйте. Когда уже будет браться, тогда уже будем клеить. Можно рукой, если небольшое у вас там нужно приклеить, но лучше взять какое-то вспомогательное приспособление, либо досточкой, либо каким-то правилом, уровнем, чтобы цельной плоскостью сразу прижать, чтобы было ровнее. Я вот беру правило. Извиняюсь, села батарея. Показываем, что получилось. Где-то в общей сложности минуты 3 я подождал, пока клей начал хорошо прилипать. Значит, все хорошо держится. Вот такой вот плавненький угол получился на лицевой стороне изголовья. Вот для сравнения
сверху, вот плавный угол. Вот так же будем делать и везде. Что вот так выглядит изголовье, уже проклеенное, приклеенное и проклеенное со всех сторон. Вот так вот закруглил я все углы с помощью клея. Все хорошо держится. Кстати, имейте в виду, что клея, вот эта баночка, сколько тут, 350 грамм, осталось буквально 10% банки. То есть, ну, 350 грамм рассчитывайте на изголовье 1,50 на 80 в высоту. Теперь в нашем будущем изголовье нужно прорезать дырочки под пуговицы. Я не стал ничего нового изобретать. Сделал это как все. Обычная трубочка, которая есть в шкафу у каждого, на которой висит одежда. Ей будем прорезать дырки. Здесь немножко заточил я, чтобы было острее. И с помощью деревянной шпажки я протыкаю поролон. Там, где я сверлил дрелью, и вырезаем дырку, отверстие. Можно сразу во все отверстия подставлять шпажки, но мне удобнее по одной. Одну вставил, дырку сделал и в следующую. Ну что, вот что у меня получилось. Совет для тех, кто это будет делать первый раз, а я тоже делал первый раз себе изголовье для кровати. Лучше всего отверстия, которые идут на фанере, положить сверху на поролон и длинным маркером, либо карандашом сразу на поролоне отметить все дырочки, потому что не всегда получалось у меня шпажку ровно перпендикулярно снизу протолкнуть в поролон, и бывало, что кривовато немножко шли дырочки, и мне потом приходилось с помощью правила брать и ставить на поролон, чтобы получались ровные ряды. Поэтому лучше всего положили сверху на поролон продырявленную фанеру, прорисовали, где будут будущие отверстия, и после этого уже клеить поролон. Так, ну что, приступаем к самому сложному этапу по работе с изголовьем. Это обтягивание его кожзамом. Вот мой кожзамчик, беленький, красивенький. Так, ну что, будем пробовать, с Богом. Будем наши пуговички пытаться притянуть изголовью. Можно пользоваться крючками. Я смотрел, как пользуются. То есть с обратной стороны крючок, сюда за пуговичку и притягивают. Но я как-то попробую. Мне как-то удобнее вроде бы будет иголкой большой. Сейчас будем смотреть, что будет получаться. Так, ну и теперь надо формировать складочки, чтобы были красивые ромбики, чтобы не были перетянуты. Вот как-то так. Здесь у меня так резко заканчивается поролон, потому что здесь уже будет матрас кровати, поэтому матрас будет заходить под изголовье, поэтому здесь я буду пристреливать степлером и потом здесь подворачивать. Ну что, с уголочком закончил, вроде как все неплохо довольно-таки так получается, потом, конечно, все поподтягиваем, все сделаем
аккуратнее. Со складочками думал, все сложнее будет, но они как-то сами собой образуются. Главное оставлять немножко запас, чтобы потом эта складка получалась. Если запас не оставить, то складки не будет. А так складочка как-то сама получается. Если что-то сделал неправильно, критикуйте меня в комментариях. Так, ну вот с этим уголком я уже справился. Грубо говоря, 3 ряда сделал. 1, 2, 3. Вроде более-менее получается. Только единственное, что вот морщинки на ромбиках. Но я так думаю, что потом можно будет их убрать. Можно будет, у меня пуговицы не до конца притянутые, потому что поролон сильно толстый я взял, все-таки 10 сантиметров. И можно пуговички будет дотянуть, и тогда эти морщинки разравниваются. Но потом посмотрю, как оно в целом получится. Может быть, так все и оставлю. Так, ну что, примерно чуть меньше половины изголовья я обтянул. Поставил уже его на пол. Почему я сразу так не сделал, я не знаю. Все, в принципе, получается неплохо. Ну, складки потом доработаю. Но несколько пуговиц приходилось перебивать. То есть доставать, потому что не получались складки. Маленький запас делал кожзама, и складка не получалась вообще. Поэтому приходилось пуговицу доставать, немного дальше ее перебивать, для того, чтобы появился запас, чтобы можно было завернуть складку. Вообще могу сказать, что кожзам материал довольно-таки податливый, и с ним легко работать. Допустим, если вы натягиваете кожзам и остаются гармошка какая-то между ромбами, то в принципе его легко можно вот так вот подтянуть и дальше пуговичку вернуть на свое место, и она уже при затяжке, видите, затягивает кожзам так, как надо. То есть в принципе с ним легко работать. Ну, это, грубо говоря, резина кожзам, поэтому он тянется, и ему легко можно придать форму, которую вам надо. А пристреливать пуговички сзади очень легко. Натянули и степлером, вот такими вот зигзагообразными, или какими вам больше нравятся фигурками, пристреливаете нитку, чтобы она потом не вылезла. Вот и все. Ну вот, друзья, черновой вариант. Закончил я обтягивание пуговиц. Сейчас только нужно будет сверху здесь вот еще все красивенько натянуть. Сделать сверху, закрепить сзади. А так пуговички натянуты. Ну что, в принципе, работой доволен. Конечно, без опыта сильно аккуратно не получилось. Вот, допустим, у меня почти не получилась складочка в одном месте. Но в целом, мне кажется, довольно-таки неплохо. Сейчас уже закончу полностью по краям и покажу, что получится в конце. В некоторых местах приходится складочки дорабатывать, потому что вот здесь, допустим, красиво получилось, а здесь складка идет куда-то вверх, а это куда-то в бок. То есть это нужно будет исправить. Вот так-то получше. Вот так вот нужно пройтись все складочки и посмотреть, где вот какие-то минусы есть, то под пуговичку заправить, чтобы все было красиво. Не идеально, конечно, но стремиться к идеалу. А это вид сзади. У изголовья все лишнее обрезал. Все степлером аккуратненько прибил. Вот такой вот запас я оставлял. С запасом, друзья, не скупитесь, потому что если не хватит, то будет беда. Поэтому лучше чуть-чуть больше сделайте запас, но чтобы его хватило вам на изголовье. Ну что, друзья, показываем, что у меня получилось. Плод моей почти 8-часовой работы. Ровно столько у меня пошло на обтяжку изголовья без опыта. Также сам учился на ютубе, смотрел, как люди делают каретную стяжку. Ну, думаю, попробую сам. Что-то получилось, что-то не получилось. Не получилось, больше всего вот расстраивает, что маленькие складочки получились. Хотя, в принципе, ромб все равно прослеживается. Но и перетянул я ромб, то есть мало запаса оставил
кожзама, поэтому получилось, что немного перетянутый. Но оно, в принципе, вид не портит. Пишите в комментариях, какие ошибки я допустил. Ставьте лайки, дизлайки, кому понравилось, не понравилось. Подписывайтесь на канал мой. Спасибо большое еще раз за просмотр. Всем удачи!